3 энергетические причины всех заболеваний. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Огоронян, я мастер 3 направлений рейки, целитель, основатель и руководитель духовной мастерской «Шелковый путь» онлайн-школы рейки и медитации. В этом видео я вам расскажу о 3 энергетических причинах любых заболеваний. И из этого правила почти нет исключений. Каждое заболевание, которое возникает в нашем теле, имеет как энергетическую причину, психологическую и физическую. Поэтому, если вы придете к врачу, вам обязательно найдут физическую причину любого заболевания. Если вы придете к психологу, вам найдут психологическую причину любого заболевания. Ну и, естественно, если вы спросите практика рейки или биоэнерготерапевта, он найдет энергетическую причину любого заболевания. Кто-то врет? Нет, правы все. Просто нам нужно понимать, что первично, а что вторично. Итак, у всех заболеваний есть энергетическая причина. Давайте разберем, какие именно причины вызывают заболевания в нашем теле. Причина номер 1. Изменение подвижности энергии. Это изменение скорости ее движения вплоть до полной остановки. Энергия в нашем теле двигается, как и кровь, с определенной скоростью, что есть норма. Замедление движения энергии или ее полная остановка вызывает образование энергетических блоков, тромбов в нашей энергетике. Из-за этого нарушаются все энергетические процессы в нашем теле, все равно что в какой-то части тела ухудшилось или полностью прекратилось кровообращение. Энергетические блоки вызваны эмоциональными причинами, поэтому на этот счет особо заблуждаться не нужно. И помните, что на самом деле, когда вы убираете какой-либо энергетический блок в теле с помощью физических упражнений или энергетических практик, которые вам известны, вы все равно убираете следствие. Причина находится в эмоциях. И пока вы не проработаете те чувства и те качества характера, которые вызывают образование энергетических блоков, в следующий раз, через день, 2, 3, в этом месте этот блок вновь образуется. В чем причина этих блоков? В нереализованных желаниях. Поэтому, точно зная свое тело, чувствуя, где и как протекает энергия, зная, с какими заболеваниями, какие части тела связаны, вы вообще можете составить для себя абсолютно четкий портрет свой или любого другого человека. Блоки – это карта нереализованных желаний. И с другой стороны, блоки – это карта нашего развития. Каждый блок – это задача, которую вам нужно реализовать. Почему я говорю так однозначно? Потому что блок – это желание, которое вы не реализовали и от которого не смогли отказаться. Почему не смогли? Потому что этот блок о чем-то очень важном и ценном для вас. Итак, замедление или полная остановка энергии – это причина номер 1 возникновения энергетических заболеваний. Причина номер 2 – это образование избытка и недостатка энергии. Когда в каком-то месте образуется энергетический блок, движение энергии останавливается, и над блоком образуется избыток энергии, снизу возникает недостаток. Вернее так, где-то возникает избыток янской, соответственно, недостаток иньской, где-то наоборот, избыток иньской, недостаток янской. И получаются так называемые янские заболевания, которые характеризуются острыми процессами, воспалениями, активностью, гиперфункцией, и иньские заболевания, которые характеризуются слабостью, вялостью, пассивностью, гипофункцией, разрушением, усыханием. Эти заболевания – это заболевания избытка и недостатка энергии. Но причина в том, что возник энергетический блок. Поэтому причина номер 2 является следствием причины номер 1. Что нам нужно сделать? Бесспорно убрать энергетический блок и восстановить естественное протекание энергии, восстановить баланс энергии. И на том этапе, когда мы еще полностью не справились с энергетическими блоками, практика рейки помогает нам балансировать энергию в каждой клетке своего тела. Преимущество системы рейки заключается именно в том, что до тех пор, пока наше тело полностью не очистилось от блоков, мы уже можем дать своему телу ту энергию, которая ему необходима. Ведь наши руки сами меняют свои качества, сами меняют свои свойства в зависимости от потребностей тела. Если мы прикладываем руки к голове, мы не думаем о том, янская или иньская энергия нам нужна. Наши руки автоматически настроятся на нужную энергию, потому что божественная энергия рейки изменит свои качества в зависимости от нашей потребности. Мы переложим руки на виски, и произойдет то же самое. Качество энергии изменится, и руки будут либо более горячими, либо более холодными. Если мы прикладываем руки к горлу, к любой другой позиции, какую бы мы ни делали, мы будем видеть, как
изменяются ощущения в руках, потому что изменяется качество энергии. Итак, если даже в нашей диафрагме, в нашем горле, в наших ногах блоки, не позволяющие свободно циркулировать энергии, уже сейчас мы можем давать энергию, нужную нашему телу, потому что источником энергии являются руки. Это такие вот насосы, которые мы прикладываем к каждой части тела. Это преимущество системы рейки, но параллельно мы работаем над тем, что восстанавливаем свободное движение энергии по телу. Находим энергетические блоки и избавляемся от них. Итак, изменение подвижности энергии приводит к дисбалансу энергии, образованию избытка янской или недостатку инской, или наоборот. Третья причина – это изменение качества энергии. Когда энергия становится безжизненной, болезненной, к примеру, она превращается в энергетическую слизь или становится мертвой энергией. Это последняя стадия в разрушении энергетики человека. Не все заболевания доходят до этой стадии, потому что есть заболевания энергетические, есть заболевания физические. Если заболевание чисто энергетическое, то причины будут две. Это образование энергетических блоков, изменение движения энергии и избыток, недостаток энергии. Так, к примеру, получается гипертония, так, к примеру, получается тахикардия, так, к примеру, получается вегетососудистая дистония. Но в некоторых случаях энергия омертвевает. И в этом случае мы говорим о том, что качество энергии изменилось. И в таком случае возникают самые серьезные заболевания, которые ведут к патологическим процессам в органе, когда отмирают определенные клетки, когда орган теряет определенные функции. И в этом случае нам нужно обязательно убирать эту болезненную энергию из своего тела, вытаскивать и выбрасывать. Итак, изменение качества энергии – это третья причина, которая невозможна без первых двух, и решение в данном случае заключается в том, что эту больную энергию нужно из своего тела достать и заполнить освободившееся пространство чистой энергией. Вот эти три энергетические причины всех заболеваний. Решите их, и вы увидите, как состояние здоровья улучшится, а в некоторых случаях вы просто забудете о заболеваниях. Это будут энергетические заболевания, потому что вызваны они только этими энергетическими причинами. В случаях физических заболеваний вы заметите значительное улучшение, которое в конце концов может привести к тому, что вы исцелитесь, потому что препятствия для исцеления тела будут полностью нейтрализованы, восстановится свободное и правильное движение энергии по телу, а вместе с энергией начнется правильная полноценная циркуляция крови, что в свою очередь принесет питательные вещества, исцеление больным органам и освободит их от токсинов и от повреждений. Исцеляйтесь. И помните, что причины здесь две. Психологическая и эмоциональная, которая изменяет скорость движения энергии и вызывает образование энергетических блоков. Это дисбаланс энергии, который возникает из-за того, что энергия перестает правильно протекать. И все это вызвано эмоциями. Поэтому духовное развитие – это второй шаг, второй столб, который должен быть параллельным и всегда присутствовать наравне с энергетическим, с техническим. Вместе с тем, как вы выполняете какие-то упражнения, позиции, может быть, вы занимаетесь йогой или спортом, вы обязательно должны работать над своим духовным развитием. Если вам понравилось это видео, не забудьте на него отреагировать. Поставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и не забудьте рассказать о нем своим друзьям. До следующего раза.